Привет, друзья! Мы в городе с неприличным названием Хуй, простите. И сегодня едем вдоль океана смотреть остатки от Вьетнамской войны. И в основном будет перегон. Всю ночь был ураган, дождик каждые 5 минут. Посмотрим, буду держать в курсе. Замок императора. Мы заехали в местный гараж смазать цепочки. Вот так вот выглядит гаражи. Мы с тобой уже едем где-то 2 часа. Уже почти 3 часа через ураган. И вот так выглядит океан во время урагана. Ну, привет, друзья! Сейчас 2 часа ехали через ураган, промокли до нитки, вообще тут весь дрожу, сейчас даже не могу успокоиться. Сейчас взяли горячий супчик, согреемся, остановились где-то в кафе, даже не знаю, где мы находимся, но чего-то горячего точно сейчас, супчик горячий пойдет, я думаю, за ура. Ну а здесь плантации, чего-то тут сажают, чего-то растет. Пройдемся, сейчас очень мокро, само собой дождик еще идет. Только что прошел ураган. Ну, господа, а мы попали в маленькую историческую точку, где напоминает нам, что все-таки Вьетнам был много лет в войне. И остатки туннелей, остатки войны. Давайте посмотрим. Подошли к окопам и к колодцам. Это вентиляция для самих туннелей. А это окопы. Окопы, которые соединяются входами в туннели. И я чуть не обалдел, когда узнал, что вся длина этих туннелей около 1600 метров, почти 2 километра. Да, любая война, конечно, оставляет и память, и окопы, и дзоты. Это дзот. Конечно, проникаешься, ты, когда здесь находишься, проникаешься этой войной. И вот, к примеру, снаряд. Да, он уже, конечно, закрашен, он уже сделан как монумент. Это настоящий снаряд, который не взорвался. И мы заходим в одну из туннелей. Вау! Вау! И таких было сколько? Почти 1500 километров, да? Больше. Длиной. А смотри, как сухо сразу, да? И сухо, и тепло. Я вижу преимущество. Правда, вьетнамцы все-таки чуть-чуть поменьше ростом, чем я. Ну, свет в конце туннеля, как говорится, да? Вот так и да, выходим из туннеля. Океан бушует. Ну, мы продолжаем. Вот хочу показать кратер от бомбы, как он выглядит. Да, конечно, прошло много лет, но кратеры остаются кратерами. Ну, мы входим в туннель номер 3. Тут таких входов, по-моему, около 12. Это только здесь. Также они соединяют и океан, и сушу, и горы.
Да, тут, наверное, нужно придерживаться указателей. Пешком латышки какие вы. Да, это их местные такие жилища, получается. То есть тут люди и жили, и работали, и воевали. Везде в камне вырезаны такие маленькие комнатушки. И выход в конце туннеля. Сейчас посмотрим, куда мы выйдем. А выйдем мы на океан. И на бушующий океан. Вау. Море волнуется раз, да? Так как у нас ураган, море соответствующее. Ну что, в шелтер сходим? Это шелтер? Да, это бомб-шелтер. Ну, сходим еще. А, не сходим, тут лестницы нету. Тут можно только спуститься один раз. Пока я пробираюсь через эти пещеры, я просто представляю, сколько труда все это прокопать. О, все уже и уже. Тут уже не для клаустрофобиков. Так, друзья, мы вышли тут, можно сказать, чуть-чуть пошире помещение. Ну, в смысле, могут два человека пройти, а не один. И у них это называется meeting room. Вот так это копалось. Есть фотографии. И вышли на море. Ну, а у нас не без приключений, а прокололи колесо. Прокололи, а добили. Заехали в шоп, но тут, естественно, ничего нету. Будем искать, где ближайший. Километров 50-100 мы точно проедем, поэтому будем что-то думать. Колесо мы починить не смогли, так как покрышки там не было. Камеру туда не вставишь. Так, сейчас нужно ехать километров 15 в ближайший город, чтобы поменять колесо. Так вот, мы потихоньку едем, Вовка впереди. Ну, приехали на девичьи. Думаю, тут ребята разберутся. Доехали спокойно. Хотя лишние километров 30 мы сейчас упепячили не ту сторону. It's okay, нагоним. Главное, чтобы Вовка не волновался. Ой, тут, по крайней мере, сухо. Целый день дождик. Ну вот, Вова сидит, переживает. Да, мы на Yamaha Dealership поехали. Тут, конечно, колес нету, что очень странно. Ну, они думают, что они его смогут починить. Вовка вез своего коня. Как всегда, у них обеденный перерыв. Ну ничего, мы подождем, так как на улице и прохладно, и дождик, и пасмурно. А мы тут в тепле. Вот пришел мастер, сейчас будет ставить патч. Конечно, любой другой бы менял бы покрышку. Здесь такие покрышки нужно заказывать и вам неделю ждать. Франц? Это какая-то сволочь. Вау! Просто его крутила. Вот такой болтик у нас залетел. Ну, возможно, естественно, 3 человека, чтобы снять одно колесо. Вот все, контент. Контент приходит сам.
покажу, что происходит, так как целый день сегодня ехали под ливнем. Не под дождем, а под ливнем, поэтому стараемся все высушить. Горячий душ, это был просто рай. Все. Мы тут в самый местечковый ресторанчик зашли, так атмосферно, как в вьетнамском общежитии в Союзе. Сейчас я вам покажу. Ну, еда вроде есть.